Компания Discovery Channel Pictures совместно с Nature Conservation Films представляют фильм Хьюго ван Лавика, снятый при содействии национальных парков Танзании и руководства заповедника Нгоронгоро. Даже не припомню такого времени, когда мне бы не нравилось наблюдать за животными. Они всегда занимали особое место в моей жизни. Как только появилась возможность, я уехал в Африку, чтобы узнать все об их мире. Быть как можно ближе к природе – вот чем я всегда грезил. Именно такой образ жизни выбрал я для своей семьи. Мой сын вырос на природе, как я сам мечтал, когда был маленьким. Здесь за 35 лет животные многому меня научили. Но есть одна история. История взросления и познания мира, которую я не забуду никогда. Это мой Серенгети. Вначале я тоже чего-то искал, как эти величественные стада. Теперь я знаю, что именно. Жизнь. Жизнь, которую словно нож рассекает опасность. Ибо там, где есть жизнь, есть и смерть. Приехав сюда из Европы, я был потрясен. Но, несмотря на все богатство этого мира, один местный обитатель постоянно маячил где-то на границе моего зрения, неуловимый как сон. Игра тени и света. Вечно ускользающий леопард. С самого первого дня мне казалось, что эта самка выделяет меня из других. Словно у нее была тайна, которой она хотела поделиться со мной одним. Сын леопарда. Я всегда любил новолуние и рассвет. В них есть ощущение нового начала.
Вот так и получилось, что однажды на рассвете, в новолуние, в развилке старого дерева я нашел будущее. Ему было так уютно в своем мире. Кажется, он считал всю Вселенную своей площадкой для игр, заполненной чудесами. Но были тут и опасности. Глядя на нее, я вдруг понял, как она похожа на всех матерей, даже мою маму. Оглядывает саванну в поисках возможной угрозы. И все равно я волновался каждый раз, когда он покидал свое высокое убежище, чтобы войти в этот дикий мир. Но я не мог его научить. Это была задача его матери. Каждый день ласки совмещаются с обучением. Это не просто игра. Это основы охоты. Чтобы выжить, он должен стать настоящим атлетом. А еще надо научиться терпению. Мама должна уйти, и он выискивает безопасное место, чтобы ждать там. Иногда она отсутствует целый день. Обычно его мама уходит на охоту, но на этот раз она совершает обход территории. Метки на деревьях оповещают всех о ее присутствии. Это серьезное предупреждение. А с маленьким детенышем особенно важно не допустить сюда других самок. Ее территория занимает 25 квадратных миль. Но есть и те, кого такие границы не волнуют. Львы безжалостно убивают любых конкурентов.
Иногда лучшая защита леопарда — волшебство. Миг назад она была здесь, и вот. Некоторые животные не могут пожаловаться на отсутствие компании. У других же детство проходит более одиноко. Если задуматься, то одинокая жизнь этого детеныша напоминает мне жизнь моего сына, который вырос здесь, в саванне. Как и этот котенок, он играл один, делил свой мир с дикими, а порою и опасными созданиями. Иногда очень опасными. Орел Змеелов, мудрый страж, повидал уже все на своем веку. Поиски пищи, жизнь, полную опасности, возвращение к древу жизни. Белый кончик материнского хвоста, словно знамя, всегда ведет к приключениям. Пока детеныш растет, матери придется набраться терпения. Пока ты мал, тебе кажется, что самое трудное во взрослении — набраться силенок. Ведь это требует стольких усилий. Но я сам, например, став чуть постарше, понял, что главное — чувство уверенности в себе. Серенгети — свидетель всех перемен, свидетель прогресса. Орел видел, как растет маленький леопард.
наблюдал за его успехами издалека и дивился. Всего за год детеныш узнал каждый уголок мира своей матери и познакомился со всеми его обитателями. Но орел знал, что это еще не все, что за пределами маминой территории существует огромный мир. Да, на свете есть еще много чего. По этим равнинам бродили первые люди. Сын леопарда стал старше, но мудрости ему пока не хватало. Он все еще нуждался в матери. Как и мой сын, он забрался на древо жизни младенцем, а спустился мужчиной, но совсем юный мужчина. Для него жизнь все еще игра. А матери приходится иметь дело не просто с взрослым сыном, но и его повзрослевшим аппетитом. Он ест не меньше нее, но охотиться пока умеет только она. При всей ее скрытности и опыте никакой гарантии нет. Природа преподносит урок. Газель Томпсона сохраняется как вид лишь потому, что умеет оставаться на шаг впереди хищника. Чтобы охота была успешной, надо подобраться поближе. Он должен быть настороже, но отвлекся на термитник. А в саванне любая небрежность может дорого обойтись.
Не подозревая о присутствии львицы, стадо газелей приближается к одному из последних водопоев. И вот семья воссоединяется вновь. Это то, ради чего живут все общественные животные. Даже гиены объединяются в большие родственные кланы. Львы далеко, и сегодня их можно уже не бояться. Рассвет. Ночью гиены ушли на охоту, оставив лишь одну самку охранять логово. Я ни разу не видел, чтобы львы ели гиен. Они просто убивают любых хищников, избавляясь от конкурентов. Печально. Хочется вмешаться. Но ваше участие лишь ухудшит ситуацию. Ведь если конкурентов разведется слишком много, львы будут голодать. В конце концов, деревья не только дом.
но и убежище. И для леопардов, и для орлов. Я видел, как леопарды ели практически все. Рыбу, питонов, дикобразов и птиц. Я был уверен, что сын леопарда убьет птенца. Но нет. Наверное, он просто не голоден. Температура здесь, на высоте 25 метров, частенько поднимается выше 38 градусов. Орлица борется с жарой, прикрывая птенца крыльями. А леопарды часто дышат. Другие пытаются укрыться в тени деревьев, но их защита бывает обманчивой. Гиены хорошо знают звуки смерти, и они тут как тут, надеясь урвать кусочек. В тех местах, где гиен нет, леопарды не затаскивают добычу на деревья. Иногда может показаться, что главное в Серенгети – молодое поколение. Самка гепарда с детенышами путешествует в поисках добычи. Так бывает всегда. Не надо недооценивать яростную материнскую решимость.
Ранние пташки, будь то даже птицы-неразлучники, никогда не дают выспаться. Взрослые занимаются своими делами, а молодежь отдыхает. Нет, скучно. Попробуем еще что-нибудь. Чем его привлекли жирафы? Понятно, они слишком велики, чтобы на них охотиться. Зато как весело их пугать. Похоже на игру, но это не просто игра. Тренировка решимости и упорства. Обучение законам этого мира. Приближался вечер. Хотя антилоп на ее территории много, охота не удалась. Он на другом дереве и сообщает ей об этом. Он напомнил мне о нашем происхождении. Мы тоже вставали на задние лапы, чтобы трава не мешала видеть. Их встреча длится недолго. Скоро она вновь отправляется на охоту. В саванне царит покой. Настоящий рай. Мир, который вновь обрел волшебство, полное мистических созданий.
редчайшая белая импала, не менее чудесная, чем единорог. Но это вселяло в меня грусть. Сама невероятная красота этого мира привлекала к нему внимание и делала слишком уязвимым. Ему было суждено расцвести, ослепить взор и исчезнуть вновь. На следующее утро, когда мать ушла на охоту, орлиное гнездо показалось ему идеальным убежищем. Но выдал шип, так не кстати впившийся в лапу. Пока что леопард в безопасности, льву до него не добраться. Впрочем, вскоре выясняется, что у льва есть дела поважнее. Недавно он стал главой всего прайда. Лев должен часто напоминать о себе, чтобы никто не забыл, кто тут главный. Все успокоится только когда они уйдут. Наконец-то мама вернулась. После встречи с львом он ей особенно рад. Он вырос уже больше нее, но все еще жаждет материнской любви. Он словно цепляется за нее хвостом, как будто это помешает ей вновь уйти. Для того, чтобы выжить, он должен стать независимым, должен научиться делать все сам. Любовь и независимость, они нужны и людям, и животным. Если их слишком мало или слишком много, ребенок не может расти нормально. Она привела его к дереву, на котором спрятала добычу. Он удивлен, что она сама не присоединилась к нему. Ни я, ни сын леопарда не знали, что она кормила его в последний раз. Теперь он оставался один.
После пиршества прошла целая неделя. Раньше мама так долго отсутствовала, только если исчезала добыча. Впрочем, он был уверен, что она скоро вернется, как всегда. И потому был также беззаботен, играя со шкурой, оставшейся от последней кормежки. Дело дошло до того, что он жует старую шкуру. Если он не добудет себе еду, то скоро у него просто не останется для этого сил. Я надеялся, что первая охота окажется удачной, но ошибался. Вновь зацвела кигелия, привлекая своим сладким изобилием самых разных созданий. Уж в таком месте сможет охотиться даже он, подумал я. Вскоре газели вернулись, привлеченные цветами, осыпавшимися с дерева. Наконец-то он сможет насытиться. Трава высохла, и газелям приходится объедать редкие хилые кустики. Казалось, сама природа на него ополчилась. Едва он научился охотиться, как газели приготовились к сезонной миграции. Вскоре здесь никого не останется. Если он не хочет голодать, придется покинуть материнскую территорию. Придется стать чужаком в чужой земле. По дороге ему открываются новые чудеса. Сухое озеро, инкрустированное солью, белое, как снег. Но, как всегда, не обошлось без неприятностей.
Это крайне рискованная охота. Бывает, что глубина грязи под коркой достигает 3 метров. Вполне достаточно, чтобы без следа поглотить плиндрон. Так образовываются окаменелости. Пока львы заняты едой, сын леопарда обретает свободу передвижения. Прибыло новое стадо газель. Но охотиться на целое стадо совсем другое дело. Столько пар глаз. Как далеко он забрел. Страна юности осталась далеко за спиной. Он попрощался с местами, успевшими стать привычными. Когда же обретет он то, что так ищет? Спрашивал себя я. И вдруг стая из 5 гепардов. Они так похожи на него, что казалось, он не прочь присоединиться. Но я знал, что этому не бывает. Кажется, газелям известна их репутация. Решительная гиена легко отбирает добычу у гепарда. Не стоит рисковать получить рану из-за еды, особенно когда вокруг столько жирных газелей. Впрочем, им есть чем развлечься. Гепарды обожают мучить шакалов, которых догнали бы без труда, будь у них такое желание. Игра заканчивается с появлением нежданного гостя. Стройным гепардам не совладать с бабуинами.
Бабуины и леопарды издревле были врагами. У крупных самцов огромные острые клыки. Я понятия не имел, насколько далеко готовы зайти бабуины. Как и у людей, громкий голос помогает запугать и утвердить свое верховенство. Шум оправдывает себя, помогая избежать кровопролития. Он усвоил урок и теперь уже вряд ли покусится на бабуин. То, что он слишком рано спрыгнул с дерева, не дав бабуинам уйти, показывает, сколь он еще неопытен. Здесь поможет только одна тактика – в укрытии. А одержавшие победу бабуины пользуются ее плодами. Отменный урожай цветов акации. Путешествие привело его в страну Окопи, скалистых образований, дающих воду и укрытие обитателям этих мест. А теперь еще это. Тучи нависли над головой, словно гигантский пылевой занавес. Мир быстро превращался в пустыню. Когда уже казалось, что эта пустыня сейчас задохнется, вся природа радостно приветствовала наступление сезона перемен.
Антилопы Гну возвращались на необозримые равнины. Возвращались домой к первым нежным росткам, ради которых прошли тысячи миль. Ну вот он и пришел. Чтобы тут же столкнуться со старыми знакомыми, от которых так трудно избавиться. Львы — это кошмарный сон. Зачем он отправился в столь долгий путь? Просто ради еды? Или же, как любой подросток, мой сын, или даже я сам, хотел открыть для себя что-то новое? Ночь оказалась удачной для сына леопарда. Теперь он обрел навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Мог ли он знать, что главное испытание ему только предстоит? Зачем он спустился с дерева? Добычи показалось мало. Обычно деревья придавали ему уверенность, чувство превосходства. Как многого он еще не знает. Он либо излишне самоуверен, либо даже не подозревает, что львица забралась вслед за ним. Какая оплошность!
Теперь только самые тонкие ветви на самой верхушке могут его спасти. Ее отвлекает появление слонов. Львы иногда убивают маленьких слонят, но взрослые слоны всегда встают на их защиту. Но на этом невезение сына леопарда не кончилось. Он лишился ужина, но узнал, что гораздо лучше потерять добычу, чем самому ею стать. Никогда еще смерть не была так близка. Он вдруг показался мне таким одиноким. И в этот миг напоминание о доме. Товарищ его юности. Изведав мир, все мы возвращаемся домой, так или иначе. Домой, к древу жизни. Это же его мать. Она родила двойню. Она была отменной матерью. Даже в 11 лет она сохранила отличную форму. И мне казалось, что она сможет успешно вырастить и эту пару. Мальчика и девочку. Но, как всегда, уходя на охоту, приходилось их оставлять. А сына дом манил даже больше, чем я думал. Я был поражен. Ведь взрослые самцы никогда не возвращаются к своим матерям.
интересно. Никому еще не приходилось видеть встречу взрослого леопарда с новым пополнением семьи. Но примет ли он двойняшек? Ведь львы убивают чужих львят. А леопарды? Я надеялся только на то, что он узнает материнский запах. Но даже если так, защитит ли это малышей? Впервые за 2 года я понятия не имел, как он поступит. Сын леопарда увидел льва и решил не покидать высокой травы. Материнский запах был здесь повсюду. Но где же она сама? Лев вроде бы что-то поймал, но почему-то ушел. И остальные тоже не заинтересовались. А вот его почему-то влекло туда. Порой жизнь преподает нам суровые уроки. Это была его мать, убитая львом. Но больше всего страдали они.
Он потерял все и остался один. Или все-таки нет? Но ведь у него осталась земля его юности. Вот это наследство. Все было точно так, как он помнил. Со всех сторон его окружали знакомые звуки и виды. С самого начала я понимал, что однажды настанет пора расстаться с сыном леопарда. Но для него это был совсем не конец, а наоборот, начало на старом месте. И тут, будто по волшебству, над землей раздался новый голос, призыв самки. То была сладкая песня. Песня, способная растопить сердце любому из сынов леопарда. Родится ли когда-нибудь вновь такой сын леопарда? Я завтра же отправлюсь на его поиски. Текст от автора читал сэр Джон Гилберт. Композитор Стюарт Коупленд. Операторы Хьюго Ван Лавик, Мэтью Эберхард. Продюсеры Хьюго Ван Лавик, Тим Коуэн. Монтаж Марк Флетчер, Гэррит Неттер. Автор сценария Майкл Олмер.